Неделя выдалась не самой простой. Были такие эмоциональные качели, мысли и все такое. Я, конечно же, живой человек, и у меня все это бывает. Бывают такие моменты спада. И это нормально, я считаю, что это нормально, это жизнь. И мне кажется, самое главное не зависать в этом. Порой мы жалуемся на жизнь, на всякую ерунду, типа погода плохая или там закончился любимый кофе и так далее. И при этом у нас появляется какая-то злость, раздражение. И вот тут я задумалась, и как мы в такой момент проживаем каждый день своей жизни. Да, вот так бывает. Иногда просто жалуешься на жизнь, иногда настроение на нуле, иногда это какое-то событие, а иногда просто не знаешь, с чего начать. Кажется, что есть руководство к чему угодно. Там куча книг, как налаживать связи, как заводить друзей, как себе помочь, где ты можешь увидеть похожую историю, но, кажется, есть книги к чему угодно. Как выработать уверенность, как мыслить масштабно. Есть даже книга «Как мыслить позитивно». Ты думаешь, что ты можешь прочитать эту книгу и начать позитивно мыслить. Но только после прочтения ты не начнешь мыслить позитивно. Нужно что-то делать. Да, всегда нужно что-то делать. Ты не можешь просто сидеть и ждать, когда жизнь произойдет с тобой. Есть такое ожидание от всех этих книг. Я помню, что столько раз начинала читать разные вот эти книги по самопомощи, по саморазвитию, которые начинались со слов: «В этой книге есть все, что вам нужно для изменения жизни. Эта книга станет вашей настольной книгой. И там вам не понадобятся другие книги» и прочее, прочее, прочее. И у меня каждый раз было такое ожидание от таких книг, что вот я сейчас прочту, и все изменится, но не делая ничего, просто от прочтения. Очень часто после прочтения вот таких книг оставалось чувство такой незавершенности, какой-то неудовлетворенности, как будто ты ждал какой-то волшебной таблетки, и вот прочитаешь книгу, и все изменится, но ничего не произошло. Мне кажется, потому что мы пытаемся найти ответы снаружи, но в конечном счете тебе все равно придется действовать, узнавать себя, и никто никогда тебе не скажет, кто ты, какой ты и как тебе поступить в той или иной ситуации. Да, ты должен что-то делать, рисковать, верить себе, узнавать себя. Жизнь не стоит на месте. И солнце встает каждый день, и хочешь ты этого или нет, жизнь постоянно находится в движении. И только так ты можешь жить свою жизнь. Мне кажется, это вообще единственный способ узнать, кто ты и что тебе делать в этой жизни. Так что делать, когда у тебя такие эмоциональные качели, что ты думаешь, что все идет не так, как ты хочешь, все валится из рук и так далее? Очень трудно в этот момент взять себя в руки и сказать, что это просто такой период и все. Ты в этот момент не особо осознаешь, что это всего лишь период, а не вся жизнь. Поэтому это и называется работа над собой, работа с собой, со своими мыслями, со своими эмоциями. И чем чаще ты отслеживаешь это все, тем проще тебе ловить такие состояния в будущем. И вот на этой неделе я осознала, что внешние события до сих пор могут влиять на мое внутреннее состояние, внешние обстоятельства какие-то до сих пор могут влиять на мое внутреннее состояние, но кто внутри меня думает всякие вот такие мысли, и кто внутри меня руководит вот этим моим внутренним состоянием? Только я. Поэтому
Поэтому это все подвластно мне. Самое главное — отследить вот этот момент и начать просто вытаскивать себя вот из этой вот пучины, из этого болота, из этой вязкой вот этой вот штуки неприятных каких-то событий и мыслей. И тогда вот так вот шаг за шагом все начнет получаться, и никакие уже внешние обстоятельства не будут так сильно на тебя влиять, если они произойдут в будущем. Еще раз, не зависать в этом, не стараться полюбить это состояние, а делать какие-то действия. Действия у каждого свои. Для меня таким действием являются мои разные хобби. Это видео, фото, и там чтение, и, не знаю, готовка, и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то вещи, которые ты можешь делать своими руками и сместить вот эту свою мыслемешалку, скажем так, на какие-то физические, направить на какие-то физические действия. То есть сменить фокус твоего внимания с твоих мыслей на физику. Для меня это всегда работает, мне это всегда очень помогает.